Итак, всем привет, добро пожаловать на мой канал Империя Таро. Всех приветствую, и новых подписчиков, и своих любимых подписчиков. Кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал, здесь много чего будет интересного. Также, кто хочет заказать личный расклад, обращайтесь ко мне, как можно будет связаться, я оставлю свои контакты в описании к этому видео, либо в первом комментарии. Также хочу напомнить, кто хочет помочь в развитии канала, оставлю свою ссылку. Также, кто не может справиться с созависимостью, помогаю. Так, хочу сегодня посмотреть на такую тему. Просила там меня женщина, одна из моих подписчиц. Сожалеет ли он, что вас потерял? Да? Давайте посмотрим, кто же к нам сегодня придет. Подумайте о себе, о своем мужчине. Представьте этого мужчину. И посмотрим, кто это такой. Сожалеет ли он, что вообще вас потерял? Интересно, кто это такой мужчина? Кто такой? Кто такой? Кто такой? Кто такой? Так, мужчинка на сегодняшний день, да? Проходит, конечно, уроки. Это тот мужчина, который вечно шляется где-то в треугольниках. Это пришел ваш принц, как я понимаю, да? Который любит общаться с женщинами. Соответственно, здесь, скорее всего, сделал выбор, да, в пользу другой женщины. Это, возможно, еще и вы помогли этому мужчине, да, совершить этот выбор. Здесь мужчина такой, который, ну вот не выносит он уроков, понимаете, что? Помимо этого, конечно, мужчина такой, который кармический. С ним союз однозначно обречен. Вот вы с ним входите, это однозначно, это треугольники будут, пьянки, гулянки. Помимо этого, то здесь расходятся, то вместе. Но и еще могу сказать, то, что в отношении этого человека, да, вы, предположим, были с ним в паре, но потом для вас здесь открылась некоторая правда. Что, оказывается, мужчина не такой уж он стабильный, мужчина, оказывается, здесь просто, извините, бледун, мужчина тот, который любит праздники. Кстати, на сегодняшний день он где-то может отдыхать в прямом смысле, пить. И еще скажу, что на сегодняшний день этот мужчина вот за свой вот когда-то сделанный выбор может получать вот такой вот бумеранг. Такое тоже есть. Ну, как говорится, дошлялся, да. И сам по себе скажу, мужчина здесь такой, проститутка в штанах. Извините за мой французский, говорю как есть. Так, какой-то еще мужчина. О, ничего, ох, ё-моё, надо же. А здесь конкретно, походу, про вас рассказывают карты. Мужчина эгоистичная скотина. Ну, как по-другому назовешь? Никак. Это либо мужчина женат был, либо вы были за ним замужем, да? Либо вообще, скажу так, вы могли, кстати, с ним через соцсеть познакомиться. Такое тоже есть. Скажу так, однозначно. Вы могли узнать, опять повторяюсь, да, что не такой уж он и хороший. Кстати, мужчина здесь деспотичный. Помимо этого, здесь такой мужчина твердолоб, который будет диктовать только свои правила. А здесь он очень эгоистичный, здесь эго прям тешит. На сегодняшний день, что вы здесь от него закрылись, да, либо не вы, женщина есть, которая на расстоянии, с этой женщиной у него союз закончился. Это, скорее всего, тоже вы, да. Женщина, опять говорю, узнала о нем то, что не надо было ей знать. И для нее он открылся совсем с другой стороны. Но на сегодняшний день этот мужчина ей показывает, да, что ты мне нахрен не нужна. Если я тебе нужен, пожалуйста, беги. Но я так понимаю, пока женщина не бежит вроде. На сегодняшний день ваши отношения обнулились, прекратились. Кстати, и он вам здесь демонстрирует не гордость, а гордыню. Хорошо. Какой-то, интересно, недоимператор в отношениях с женщинами. Какой-то с женщинами. Какой-то с женщинами. Ой, кто там с ним в семье побывал, не до семьи не дошел. Кто с ним даже, не знаю, в каких вы там с ним были в отношениях, да, мужчина мог быть и женат. Я вам скажу, это лишний груз себе повесили, знаете, куда, на шею и тащили все это время. Я вам скажу так, с проблемами вы останетесь одна. Одна. Я вам скажу здесь, как, не знаю, с мебелью, наверное, проживали, либо вообще были, состояли в этих отношениях. Он как мебель. Понимаете? Он очень холодный, отстраненный. Вот какая проблема, все, его нету, сдувается ветром здесь. Либо игнорит. Здесь он в этих делах профессионал. Это его не касается, все. Видите как? Помимо этого, скажу так, кто с ним состоит в отношениях, да, это очень тяжелый союз. Но со стороны сказать так, что у вас прекрасные отношения, вообще не придерешься. Может быть, даже и вам, и девчонки там, да, говорили, кто вас видел, блин, говорят, ну, предположим, Марина, как тебе повезло с супругом, какой он молодец, тому подобное. Но внутри-то никто не знает, какой он внутри. Да. Еще могу что добавить. Если он был ваш, предположим, супруг, либо ваш любовник женатый, между вами семья стояла его. Если он был вашим супругом, то, соответственно, его и родственники там были. Ох, союз какой. Какой-то еще в отношениях с женщинами, интересно. Какой-то с женщинами. А какой он? Пришел, ушел.
Так, за ним, извините, дорогая моя, за ним нужно ухаживать. Здесь, извините, пацан пришел, красную дорожку, пожалуйста, проходите. Соответственно, в отношениях очень жадный, очень. Это, кстати, может быть и диванный герой здесь. Помимо этого, здесь отношения такие, я так понимаю, может, кто-то его отправлял. Он еще может нестабильный в отношениях. Кстати, у кого-то могут быть и дети от него. Ну, вообще, я вам скажу, не знаю, здесь отношения какие-то детские. Вот детские, он как ребенок. Ребенок, вот мое и все не отдам. Да, нестабильный. Какой-то с женщинами еще. Интересно. Так, женщина с ним должна здесь скакать. Говорю так, мужчина инфантильный, незрелый. Вначале может, там, не знаю, там, комплименты дарить, да, тому подобное. Поначалу. А потом все правление отдает женщине. Женщина должна ублажать его, стелиться под него. А он ничего. Здесь, кстати, кому-то, извините, может он у вас мог просить и подарков, внимания ему. Постоянно он требует только к себе внимания. Он эгоистичная скотина. А что-то дать взамен, да, он даст, и все. Но потом отвечать будете вы за весь союз. Но помимо этого он хочет очень много к себе внимания. Очень. Помимо этого хочет и секса хочет здесь, и все хочет. Но от него ничего не ждите. Кстати, много еще обещаний здесь, сказочный такой. Какой-то еще с женщинами, интересно. С женщинами какой? Ой, ой, ой. Кстати, все его женщины посылают. Видите, здесь кажется перевертуш. Ну, не буду уже переворачивать. Для кого-то, я конкретно говорю, это супруг, скорее всего, либо мужчина женат, либо с кем вы не дошли до брака. Это тот, который, не переубедить, у него своя там голова, здесь крышоед, как я понимаю, да. Помимо этого, здесь определенно женщина с ним прошла уроки, да. Материальной поддержки от него, вот я вам показываю, да, извините. Мужчина нестабильный, видите как, женщине не надоело, послала она его со своей стабильностью, со своими уставами. Иди, знаешь, дорогой мой, куда подальше. Не увидела от него она с ним себя не чувствовала. Никакой, и на сегодняшний день эта женщина его послала ко всем чертям. Да? Он женщину доводит до такого состояния, что она уже все, она уже охладела, интерес пропал, думает, да пошел ты уже. Интересно, как ты проявляешься к женщине? Как ты проявляешься к женщине? Ой, здесь он, не знаю, здесь он псих какой-то, да? Помимо этого, о себе, кстати. Ой, со стороны вот можно сказать, что здесь мужчина зрелый, да, который готовый к семье, он себя так преподносит, что это именно тот человек, с кем нужно строить семью. Вот кто с ним развелся, это уже женщина, как говорится, открестилась и, слава богу, послала. Это будут унижения, издевки, подковыривать будет, но еще не забывайте, если вы пацана здесь не будете хвалить и не говорить ему о том, что Господи, слава тебе, Господи, ты меня услышал, послал мне такой ценный шанс в виде этого товарища, все. Он будет вас унижать. Поверьте мне, здесь такой вот товарищ найдется. И какие словечки вам сказать, обосрать с ног до головы. Но помимо этого, он будет, если вы, предположим, с ним проживали, он сразу будет скидывать на вас все проблемы, говорит, это ты виновата. Если у вас, предположим, да, вы же там, женщина с ним разошлась, выкинула, да, он всем будет говорить, тут еще сплетник хороший, что это вы, такая бессовестная женщина, кинули здесь мужа, понимаете, хотя он сам здесь бледун такой, конченый. Помимо этого, он здесь, знаете, мужчина такой, да, как он проявляется к женщине, да, он показывает, не знаю, может быть, там не состоявшийся, он может показывать себя состоятельным. Ну, что такое, извините, куш вам перепал. Что вот мужчина семейный, помимо этого у него что-то есть там, что не такой он уж и дурачок. Но для кого-то, может быть, и он денежками подкупает. Такое тоже есть. Ну, вообще мелкий, конечно, мужичок здесь. Ладно, как ты еще ведешь себя с женщиной, интересно, в отношениях? Как ты ведешь себя с женщиной в отношениях? Самооценку убивает здесь. Вы пришли в эти отношения самодостаточной, красивой, да? Ему не нравится, кстати, когда женщина здесь хорошо выглядит, я вам скажу. Когда женщина, предположим, у нее есть свой бизнес, да, она развивается, не позволит, сразу говорю. Здесь зачморит, помимо этого, скандалы, упреки. Ему не нравится, когда женщина независима. Его это убивает. И он из такой красавицы, да, он ее просто, знаете, в землю закатывает. Он здесь псих, он кричит, как сумасшедший на эту женщину. Почему? Потому что бесит. Очень завистливый здесь мужчина. Очень. Ох. Здесь, кстати, от него могут и предательства быть. Такое, знаете, он еще может со стороны тихо-тихо, но в спину такой удар преподнести, неожиданный. И очень, кто с ним был, он вам очень сильно завидовал. Вот такой здесь товарищ. Какой-то интересно с женщинами еще. А здесь еще... О, так здесь вообще паскуда. Как его назвать? Это паскуда. Извините, я вообще не матерюсь, но по-другому здесь никак не назвать. Это конченый человек, даже человеком не назвать. Обманщик, вор, манипулятор, предатель. Ну вот эта вот грязь вся. И что самое интересное, вы с ним проживаете, да, и он вам будет срать в дом. Видите как? Вот даже вот не могу человеческие фразы подобрать, потому что это аферист.
Аферист, это вот всегда, вот вечно. Вот даже, предположим, да, вы были его любовницей, да? Он сделает все так, что это, извините, вы его там оболгали, кинули, предали, все. Вы были женой, то же самое. Здесь потому что конченый товарищ. Здесь постоянно обманывает. Даже вместе, он и на работе, где он работает, может, там воровал. Здесь вообще он конченый недочеловек. А с женщинами он поступает очень плохо. Ой, хитрющий какой он жук здесь, а. Хитрющий. Изворотливый такой. Да. А со стороны не скажешь. А какой ты со стороны, интересно? Со стороны какой? Ой, со стороны, я вам скажу, этот мужчина стабильный. Стабильный, который ищет для себя стабильную женщину, спокойную. Вот где у него будут отношения такие спокойные. Понимаете? Со стороны, предположим, вы любовница, вот посмотрите на него, да, женатого человека. Вы что там, идиллия со стороны. Будучи даже, если вы этого мужчину, вспомните, когда вы с ним познакомились, он так красиво рассказывает, что я ищу такую женщину, а все женщины суки, а вот ты единственная моя хорошая. Понимаете? Что самое интересное, он себя показывает стабильным, да, и такую женщину ищет. Но, скажу так, женщина без ресурсов ему не интересна. Да? Во-вторых, ему нужна та женщина, которая будет домохозяйка, при этом деньги, чтобы у нее были, при этом, чтобы она его ждала. Вот такой он ищет. Но к этой женщине, это здесь, я вам скажу, здесь очень жаднющий тип. Очень, который очень любит деньги, очень. Да. Какой ты еще на людях, интересно? На людях какой? Ох, ё-моё. Мужчина здесь прям ответственный, победитель, красавчик. Прям вот знаете как, это вот прям принц на выдане. Не принцесса, принц на выдане. Понимаете? Что многие его недооценили, а вот он какой. Он победитель. Еще какой вот, посмотрите, ласковый, как он к себе располагает людей. Помимо этого, да, ответственный, что-то он вкладывается, работает. Вот вообще молодец. Ну не придерешься. Ну не придерешься. А сам внутри ты какой человек? Сам ты человек какой, интересно? Какой ты человек? Сам внутри. Внутри ты какой? Внутри он, знаете, какой? Он как баба. Он как баба может ныть, устраивать скандалы, капризы. Помимо этого, все внимание должно быть на него. Понимаете, что здесь он, я вам скажу, женщины конкурирует. Помимо этого, он сам не знает, что он хочет, не уверенный в себе здесь такой товарищ. Да? Помимо этого, он хочет, чтобы женщина постоянно за ним бегала, 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 а он еще будет думать. Понимаете, оценивать здесь женщину, сколько она эмоций дала. Здесь вообще какой-то шизик. Не знаю, он здесь, ну, родился мальчиком, а сам внутри девочка. Вот такой вот здесь. Как вот баба. Вот базарная баба. Какой ты еще сам внутри, интересно, товарищ. Какой ты внутри. Какой ты внутри. Ой, он вообще не любит вкладываться. Вкладываться будет так, знаете как. Ой... Не знаю, от фонаря будет вкладываться. И постоянно он сам внутри себя осуждает, закрытый. Помимо этого конфликтует. Он сам по себе конфликтный. И что самое интересное, осуждает постоянно людей. Вот он такой вот внутри. И сам себя осуждает, и других осуждает. Что вот кто с ним рядом, да, мало в него вкладываются. Помимо этого он защищает себя здесь. Он такой вот, я вам скажу, здесь жестокий типаж такой вот товарища. Ну, здесь псих пришел. Помимо этого, у него здесь только своя правда. Он только свою правду признает, чужую нет. Пусть он убьет человека, но он скажет то, что я не убивал. Если даже убил, значит так надо было. Все. И суд его должен оправдать. Вы что, здесь такой чистенький. Да? А еще, помимо этого, кстати, у него могут там с работой не получаться. Да? И он может осуждать весь мир. Все виноваты у него, только не он. Какой-то еще внутри человека, интересно. А здесь манипулятор, господи. Ой, постоянно манипулирует. Он постоянно с женщинами манипулирует. Постоянно. Постоянно. И, кстати, любит красивых таких женщин, самодостаточных, которые карьеристки, чего-то хотят здесь стоят, да, интересных, таких вот жезловых любит, таких деятельных, уверенных в себе женщин. Вот их любит ломать. Вот такой товарищ здесь. Помимо этого, судьбоносный товарищ, да. Ну и вообще, я вам скажу, он, конечно, сам внутри нестабильный. Еще раз это показывает, да. Нестабильный. Вот он придурок, он выбирает таких женщин, до которых не дотягивает. Но из себя строит, там, не знаю, сам принц Чарльз пришел. А вы такая простая крестьянка, да? Вам повезло, что такой вот вам принц попался. Да, интересно, ну ладно. А женщины, интересно, с тобой как поступают? Женщины. Как с тобой поступают? А женщины его кидают? Смотрите. Женщины после, кстати, того. Это не только вообще в общей сложности, да? Женщины его кидают, и они взрослеют без этого мужчины. Когда женщина уходит от него, у него жизнь хуже, а у нее прорыв. Она растет, она развивается. Понимаете? Помимо этого, у женщины, кстати, здесь кардинально может жизнь меняться. У нее как-то вот после него какие-то дела вверх идут. С женщинами что случается после тебя? После тебя что?
А что у женщин здесь после этого мужчины, да? Вот она его оставила, все, с этим придурок, да, он на нее начинает злиться, когда он ее уже здесь помотал, у него возникает уже, когда женщина переросла здесь, да, уже стала вот кем-то уже, да, а у этого к ней, сначала будучи с ней не ценил, а потом, вы знаете, как начинает мечтать об этих женщинах. Вот. Он придурок, он, кстати, еще энергетический вампир, но злой товарищ, скажу так. Здесь не лицо, а морда кирпичом, вот такой холодный. А зачем ты так с женщинами поступаешь, интересно? Холодно. Скажи, зачем? Зачем ты так поступаешь? Да потому что он инфантильный дурак. Понимаете, что он боится, что его просто выкинут, поэтому он хочет это опередить. И все любит сваливать на женщин. Потому что он придурок, говорю так. Он боится, что его разрушат. Он этого страшно боится, поэтому он первый это делает. Видите, какой товарищ. Узнали своего? Давайте тогда смотреть. Жалеет ли ваш товарищ, что вас потерял? Так, давайте будем смотреть. Так, интересно. Так, двойственный товарищ. У кого-то, кстати, может на сегодняшний день бухать. Так, жалеешь ли ты, что потерял свою женщину? Во-первых, что у тебя на сегодняшний день с этой женщиной? Что у тебя между этой женщиной на сегодня в отношениях? А ностальгия все равно, блин, скучает по вам, а? Ностальгирует. Что у тебя на сегодняшний день с этой женщиной, которая смотрит тебе рассказ? Что между вами на сегодняшний день? Что? Все, ничего, ничего. Отношения закончили, не знаю, кто попросил его отправить, либо он сам ушел. Эти отношения все закончены, у вас нет, может, общения здесь точно нет. Отношения не то, что закончены, они сдохли. Это все. Между вами на сегодняшний день каждый живет своей жизнью, каждый отстранился друг от друга. Все здесь. Что еще между вами на сегодняшний день? Что еще между вами на сегодняшний день? А между вами то, что... Ну, этот придурок, понимаете, что ваши отношения, не знаю, женат был, нет, вашим мужем был, нет. Между вами треугольник. На сегодняшний день еще есть треугольник, есть третьи лица, которые... Ну, еще помимо этого, несмотря на то, что этот человек с вами очень плохо поступил, да, на сегодняшний день для этого товарища вы во всем виноваты. Но помимо этого, конечно, еще добавлю, что несмотря на то, что на сегодняшний день между вами, да, уже все закончилось, вот почему-то этот бы товарищ на сегодняшний день не отказался бы с вами встретиться, да, и пообщаться. Так, ладно, недоимператор, что ты думаешь об этой женщине на сегодня? Что ты думаешь об этой женщине на сегодня? Мысли твои о ней. А что вы все, свое будущее, у вас там прорыв. Кстати, кто-то там мог переехать, какие-то дела у вас там, вы в его жизнь вообще не вмешиваетесь, вообще какая-то женщина инфантильная пошла в будущее, и он тоже, вы друг друга здесь зеркалите, понимаете? Но мужчина-то может к вам приехать, вот о чем еще он думает. Он здесь думает не то, что о вас, а о себе в первую очередь. И он, кстати, хочет к вам заявиться. Что ты об этой женщине думаешь? Ох, злится, ох, как думает, ох, ага. Во-первых, на сегодняшний день он уже вам не доверяет здесь конкретно. Он думает то, что вы его обманываете, не договариваете, он вас никак не может на сегодняшний день рассчитать. Кстати, он думает у кого-то, что у кого-то появился здесь мужчина, ему это не нравится. Помимо этого, понимаете, вы на сегодняшний день новая женщина. Он вас не знает такую. Помимо этого, скажу так, он думает о том, как бы вам можно вас обхитрить. Кстати, для кого-то, если это ваш супруг, нынешний, прошлый, у него есть другая женщина. Но надо же как-то пролезть здесь. Здесь хитрожопый товарищ. И о вас он думает, что-то она скрывает, вообще они ничего не знают. Помимо этого злится на вас. Ох, какой. Кстати, он может работать в медицине, не знаю, с компьютерами работать. Такой вот, знаете, может с машинами работать, с металлом работает. Вот такой вот товарищ. Ой. Так. Какая на сегодняшний день эта женщина в твоих глазах? Какая она в твоих глазах? Какая эта женщина в твоих глазах? Женщина однозначно поставила точку здесь, только преследуя свои интересы. И я не скажу, что он видит вас, что у вас в жизни все плохо. Вы этого товарища к себе не подпускаете. Женщина здесь не сдохла. Она здесь как птица Феникс, ожила, и у нее все прекрасно. Видите, как деньги зарабатывает, да? Несмотря на то, что он вас так считывает, что, я не знаю, может, вы похорошели. Кто-то был такой худенький, предположим. Может, кто-то из вас килограммы набрал. Или наоборот. Ну, здесь женщина какая-то красивая стала. Помимо этого, она не впускает его в свой мир. Он видит то, что вы закрыты от него. Вы здесь на страже своих интересов. Какая еще она в твоих глазах? Какая она в твоих глазах? Та женщина, которую я просто променял. Она же меня так любила, а я ее взял и предал. А интересно, а еще на сегодняшний день вы-то для него все равно остаетесь любимой женщиной, которая давала такие эмоции. Но есть неуверенность в том, что вы его просто простите и примете этого шакала опять снова в свою жизнь. Ладно. А что ты от нее хочешь на сегодняшний день? Что хочешь? Что хочешь?
Ну как, хочу, чтобы между нами прекратились вообще скандалы, вот эти споры, все. Ну, в принципе, я вам скажу, здесь мужчина хочет, чтобы женщина здесь перестала вообще отвоевывать, да, и слушалась его. Не забываем то, что это эгоистичная скотина. Соответственно, он хочет, чтобы женщина прекратила от него закрываться и слушалась этого товарища. Все было на его условиях. Что ты еще от этой женщины на сегодняшний день хочешь? Что хочешь? Что хочу? Вот, с одной стороны, мне без этой женщины тяжело. Я понимаю, что она для меня шанс, блин. Но она, блин, закрыта от меня. И шансов не дает. Да, тяжело мне без нее. Тяжело. А я ее вижу в качестве шанса. Ну и я вам скажу, здесь у вас тоже характер, да? Есть. Он это прекрасно тоже понимает. Вы что, не та уже побитая пташка, а здесь женщина с характером. Что от нее еще хочешь на сегодня? Что хочешь? Ой, чтобы эта ситуация, если там семья, давайте уже хочет мириться с вами. Чтобы уже какая-то там, если человек женат, вы любовница, то уже, чтобы уже пошли дела. Уже вот эта ваша подвешенная ситуация, сколько она длится, продвижения нет. Он хочет, чтобы это изменилось. Понимаете, что? Чтобы с пацаном помирились. Либо если вы с этим мужчиной, ну, работаете вместе, да, любовники, или просто там, соответственно, чтобы начали с ним общаться. Вообще этот мужчина хочет воссоединения. Если вы женщина, любовница с денежками, да, денег ваших хочет. Ну, здесь товарищ хитрый. Хорошо. Давайте теперь спросим. Так, жалеешь ли ты, что ты потерял эту женщину? Сожалеешь ли ты, что потерял ее? Сожалеешь ли ты, что ты ее потерял? Вот ты посмотри-ка, сожалеет, есть такое все равно. Но здесь он, понимаете, что? Нет, здесь все да наоборот. Есть у него сожаление, и скучает, и все. Но если вы думаете, здесь он придет плакаться вам, да, он здесь будет манипулировать только так, и только на его условиях. Понимаете здесь? Здесь вот именно демонстрирует то, что как будто, чтобы вы в нем нуждались. А на самом-то деле он нуждается в вас. Сожалеешь ли ты, что ты ее потерял? Скажи, сожалеешь ли ты, что ты ее потерял? Ну, конечно, сожалеет. Он же скучает по вам. Он все равно, он же знает то, что он с вами был интересным мужчиной. Тем более, вы для него идеальный партнер. Помимо этого, вы, скорее всего, женщина эмпатичная здесь, да? Которая, правда, он понимает, что именно вы его истинная половинка. Но здесь гордость, гордыня. Вы что? Помимо этого, он же за счет вас самоутверждался на вашей энергии, любви. Он себя реально ощущал себя вашим партнером. Но здесь манипулятор еще тот. Еще тот. Сожалеешь ли ты, что потерял эту женщину все-таки? Сожалеешь ли ты, что потерял ее? Вот скажу так, у кого здесь суды, да, денег он, знаете как, вот на зло, знаете, на сегодняшний день хочу так сказать. Сожалеть-то сожалеет, но он этого не показывает. Помимо этого, он не хочет вам показать, что у него на сегодняшний день какие-то есть материальные проблемы, какие-то дела могли встать, что-то с деньгами не то. Помимо этого, если вы с этим человеком судитесь, либо будет бракоразводный процесс, либо бывший муж, он не хочет вам показывать, что он без вас, никто и звать его никак. Помимо этого, он убегает от каких-то выплат. Если он вам что-то должен, для того, чтобы, понимаете, здесь такой хитрожопый тип, он вообще вкладываться не хочет. Ой. Но, скажу так, он по поводу вас получил по шапке здесь. Сожалеешь ли ты, что ты ее потерял еще? Сожалеешь ли ты? Ну как, сейчас, сожалеешь ли ты, что ее потерял? Конечно, конечно, конечно. Все равно очень даже сожалеет, очень. Он понимает то, что он сам вот эту судьбу перевернул так. Понимаете, что я вам скажу? Все пошло не так, как он запланировал. Здесь, я так понимаю, уже могли произойти такие кардинальные перемены, да? Здесь уже как судьба вмешалась в ваши отношения. Здесь обстоятельства изменились, да, и его это, может быть, очень сильно злит. Он на сегодняшний день до сих пор на вас зол. Почему? Потому что, ну, как дурак просвистел вас, понимаете, что? Но на самом-то деле он-то хотел, чтобы вы за ним побежали, а за ним никто не бежит. Эта ситуация его злит, то, что сейчас вы, женщина, недоступная к вам, не подобраться, понимаете? И тем самым он вам сердце разбил. Но вы-то вылечились, да, на сегодняшний день он страдает. Помимо этого, хочет он все равно с вами выйти на связь. Все равно хочет. Но еще и при этом здесь, понимаете, делиться ничем не хочет. И помимо этого, не знаю, он считает вас своей собственностью. Ну, он, короче, поступил как придурок. Он же для вас придурок уже. Вот и злится от того, что сам себя обыграл. Ну, поступил как-то глупо. Глупо поступил. Ну, и тем самым он же понимает, что он вам сделал больно. Ну, и после этого как вы? Он знает же, что если даже к вам придет поражение, здесь будет. Да, ладно, еще жалеешь ли ты, что эту женщину потерял? Скажу так, на сегодняшний день проходит он уроки по дьяволу. У него болото, кстати. Он может и, не знаю, наркоман там у вас, алкаш, кто он у вас, со своими бледьми там. Все у него прекрасно. Жалеет, я вам скажу, на сегодняшний день
за ваш союз. Он сегодня очень даже хорошо расплачивается. Он хотел больших денег, власти, все это хотел, да, над людьми издеваться. Кстати, я вам скажу, здесь не знаю, может, где-то и в тюрьму попал. Здесь вообще сейчас у него жизнь болото, но он это заслужил. Заслужил. Он за свои деяния на сегодняшний день получает. Он сейчас отрабатывает своего дьявола. Кто там у него? Была там женщина, у которой он ушел, вас променял. Он сейчас с ней проходят они уроки по дьяволу. Вот так вот. Так что все в порядке. Так, что ты... А хочешь ли ты вернуться к этой женщине, интересно? Хочешь ли ты вернуться к этой женщине? Конечно, хочет. Эго-то просит. Но знаете как, я вам скажу. Здесь побежать за вами он не готов. Да? Здесь нужно пацана уговаривать, предлагать, а он еще будет говорить, да нет, не надо. Здесь эгоистичная скотина. Если вы ожидаете, что он к вам прибежит, нет. К сожалению, нет. Здесь нужно за ним бежать. И на сегодняшний день, не знаю, может бухать там. Хочешь ли ты вернуться к этой женщине? Хочешь ли ты вернуться? Да, конечно, ему без вас очень плохо. Конечно, он без вас, никто, и звать его никак. Не знаю, кто там вы ему, но однозначно он без вас проходит уроки по 5 пентаклей. Это я вам скажу. И по дьяволу. И сейчас, кстати, от него могли люди выйти. Он сейчас, у него, как знаете, прозрение, что ли, какое-то происходит в жизни. И он прекрасно понимает, что он без вас, он как калека тащится. Это что вы тянули его, что вся сила именно в вас, что вы ему настолько необходимы, но вы закрыты. А понимаете, здесь скотина такая, за которой, извините, вы еще, он вас предал, и еще вы должны за ним бежаться. Понимаете? Кстати, у него без вас, не знаю, там и по деньгам, и что-то у него, и в отношениях, и что-то по всем фронтам. Он, кстати, может и болеть, а для кого-то, не знаю, может, калекой там остался, бог его знает. Хочешь ли ты еще вернуться к этой женщине? Хочешь ли ты? Я-то хочу, очень даже хочу, но она меня не хочет. Она меня видеть не хочет после того, чего я наделал, только решение за ней. Он за вами, кстати, следит, собирает информацию здесь о вас. Он же видит, здесь уже императрица пришла. Понимаете, вы его переросли. Вы в нем, он в вас нуждается, а вы в нем не нуждаетесь. Так что скажу так. Сожалеет ли он о вас, что он вас потерял? Сожалеет, но ничего поделать не может. Здесь только решаете вы. Да? Ладно, ладно, ну-ка скажи, а что ты императрицы хочешь? Что хочешь от императрицы? Придурок, что хочешь от нее? Что хочешь? Так, дома хочет, дома, либо что у вас там, праздника хочет какого-то с вами. Но он понимает то, что вы ему этого не дадите. Все, шансы закончились его. Понимаете, он-то хочет вас завоевать, он хочет вас в сексуальном плане, он хочет, правда, вас. Но он понимает, что вы его пошлете нахрен на все 3-4 стороны. Он вас боится, ну больше же не может же он вас обманывать. Понимаете? Что ты еще от императрицы хочешь? Что хочешь? Ох, легкости, праздников хочу. Я опять хочу быть, и опять, чтобы ее затащить. Ой, не знаю, неуверенность какой-то. И готов вкладываться, и не готов. И вообще, и треугольник тоже. Если вы были любовницей, однозначно в треугольник хочет. Если жена, то, не знаю, сомневается вообще, нужен он ли вам или нет. Вам, кстати, может без него прекрасно быть, он это тоже видит. Хочешь ли ты еще вернуться к императору? Конечно, вы его путеводная звезда. Профукал он вас. Профукал. Понимаете, что он хочет? Вот. Если была семья, возвращение в семью хочет. Не дает ему покоя. Вы для него все звезда. Путеводная, красивая, холодная звезда, которая вроде как издалека светит, но уже дотронуться нельзя. Он реально понимает то, что он вас профукал. Сожалеет ли он вас, что потерял? Сожалеет, бухает здесь. Понимаете, что в голове все равно у него мысли такие, страхи касательно того, что больше он вам не нужен. Он знает, за что у него, да, у него своих там перед вами косяков куча. Он понимает то, что он вам не нужен, все. А он хочет вернуться в семью. Примите меня, прими меня, моя красавица. Он хочет, чтобы вы тоже этого хотели. Но все равно же у него, кстати, к вам и чувства здесь проснулись. Помимо этого, очень переживает именно этот фрагмент своей жизни, да? Вот именно расставание с вами. Вы же, не знаю, может быть, кто-то из вас там, вы покинули его, может, правда, звездой какой-то стали, либо, не знаю, для себя что-то открыли новое. Ну, вы сейчас, понимаете, он как, не знаю, как вот мусорное ведро, а вы здесь королева. Ну, вот такое сравнение здесь. Если вы были любовницей, то, извините, тоже готов также продолжать с вами отношения. Если вы не дошли до брака, он хочет даже и на вас и соединиться. Кто-то, если там вместе просто проживал, да, соответственно, все это хочет. Но это уже вам решать. Сожалеет, конечно, но здесь еще и маска, не забывайте. Здесь я мужчина, не удивлюсь, если он тиран. Почему? Потому что он здесь какой-то шизик выходит, сумасшедший. Помимо этого, вы с ним в отношениях несчастливая. Женщина с ним рядом ни одна несчастливая. Пусть это вы будете, пусть это любовница, кто там, жена, неважно. Но сам факт, понимаете, что никто с ним не счастлив. Помимо этого еще добавлю, что он мамсик. Для кого-то он там сыночек недолюбленный. Мать там решает за своего 50-летнего сыночка, да? Для кого-то, я не знаю, может, младше вас по возрасту. Но он здесь какой-то, не знаю, здесь недоразвитый. Хоть сколько лет, вот тупой, как, не знаю, как бревно, наверное.
Он вас просто, когда вы были с ним вместе, он вас недооценил. Потерял, вы для него сейчас королева, и лучше вас нет. И сейчас он уже вспоминает, как вы его любили, не ценил, да? Как вы в него вкладывались, не ценил. Ну, все перечисляя, не ценил, потерял вас, и теперь все это хочет вернуть. А как? Теперь-то вы все закрыты уже, пошел ты нахрен, и все. Женщина перечеркнула, он же видит то, что доступа к вам нет. Понимаете здесь? Вот так выходит здесь. Жду на личные расклады. Не забываем, что это был общий расклад. С кем резонирует, благодарю. Подписывайтесь на мой канал. И, как всегда, я вам скажу, до скорой встречи.